Всем привет! Добро пожаловать на канал! В этом видео я хочу поговорить об ошибках, которые мы совершаем, когда изучаем какой-либо иностранный язык. И эти ошибки на самом деле ведут к тому, что прогресса нету, изучение не идет, мы расстраиваемся. Но на самом деле, как я всегда говорю, если вы знаете причину, вы можете ее устранить и хорошенечко поучиться, выучить наконец-то иностранный язык в этом случае. И первая ошибка – это делать очень большие перерывы в изучении. То есть у вас есть какой-то импульс, вы решаете, что вы хотите изучать, там, например, английский язык, корейский, испанский, итальянский, неважно. У вас есть вот такой вот, знаете, наплыв энергии, и вы начинаете штудировать учебники, скачиваете какие-то программы, устанавливаете приложения, но когда энтузиазм гаснет, потому что учиться это на самом деле сложновато, это дискомфортно, нужно много чего делать, в общем, энтузиазм у вас затухает, и вы решаете, что, ну, я отложу это на потом, а потом происходит через неделю-две, а то и больше, и вы потом опять вроде как начинаете это все делать, но, короче, большие перерывы в изучении, они делают весь процесс абсолютно бессмысленным, потому что когда мы начинаем что-либо учить, в нашем мозге происходит определенный процесс, когда нейрончики собираются в такую определенную цепочку. То есть в них кодируется вот в этой цепочке информация, которая нам нужна, которую нам нужно запомнить. Но если вы сели, что-то изучили, эта цепочка сформировалась, но затем вы делаете очень большой перерыв, то мозг считает, что эта цепочка вам в принципе не нужна, то есть вы ей не пользуетесь. Вы ее создали, она еще очень слабенькая, и в принципе она потом расползается зачастую над какие-то другие нужды, что-то остается, но этого настолько мало, что в принципе вы каждый раз начинаете сначала. То есть весь процесс, когда вы делаете его через большие перерывы, вы каждый раз как будто с самого начала начинаете. Да, это будет не с самого начала, какие-то остаточные знания будут, но того прогресса, который мы хотим, на самом деле его не будет. Следующая ошибка – это изучать каждый аспект абсолютно изолированно. То есть когда мы приступаем к изучению языка, иногда бывает такое, что я пройду всю грамматику, или там, например, какие-то курсы тоже там говорят о том, что только разговорный, только слова, только то, только это. Но на самом деле язык же не существует отдельно от всего. Язык – это большая живая структура, которая имеет взаимосвязи, которая постоянно меняется, она зависит от других своих элементов и так далее. То есть если вы пытаетесь вычленить какой-то аспект, полностью его изучить от и до, это будет просто невозможно. Во-первых, потому что грамматика, хотя вам говорят о том, что можно освоить всю грамматику там, за 2 занятия или еще что-то, это на самом деле не так. Есть очень много исключений, каких-то отдельных случаев, дополнений, расширений и так далее. Во-первых, повторюсь, никакой элемент нельзя от и до выучить в языке, потому что, повторюсь, это живой, огромный организм, который имеет в себе очень много составляющих. С другой стороны, изучая изолированно, вы как бы изолируете себя, то есть вы не понимаете, как это все работает, вы не понимаете контекста, вы не встраиваете свои знания в систему, а те знания, которые не встроены в систему, они бессмысленны, бесполезны. Следующая ошибка, которая, я думаю, очень частая, очень популярная, это мы боимся ошибаться. Нам кажется, что вот мы должны все делать идеально, ошибаться нам нельзя. Но, в принципе, нам школа это привела, что если вы ошибаетесь, вы получаете плохую оценку, вы плохой ученик. Но на самом деле, повторюсь, язык живой. Вы можете ошибаться. Для того, чтобы снять с себя вот этот груз того, что вы боитесь ошибиться, просто понаблюдайте за тем, как вы говорите на своем родном языке. Как вы там слагаете прилагательные, как вы формируете предложения. Каждый из нас даже на родном языке, который мы вроде бы хорошо знаем, мы всю жизнь с ним, на нем общаемся, на нем пишем, мы все равно делаем кучу ошибок, мы неправильно что-то говорим, неправильно слова в предложении выстраиваем, мы бэкаем, мэкаем, все что угодно делаем. Короче, даже на родном языке мы делаем очень много ошибок. Почему вы должны идеально говорить на другом языке или писать на другом языке? Поэтому снимайте этот блок, все ошибаются, это нормально. В принципе, на ошибках строится обучение. И как дополнение к предыдущей ошибке, я считаю очень большим таким, упущением, если вы не слушаете носителей языка, по-настоящему носителей, которые просто в живой речи что-то там рассказывают. Потому что очень часто, когда мы учимся, мы вначале это, да, нормально, но впоследствии это как бы не очень нормально, когда мы слушаем только очень грамотную, четкую речь, когда там люди акцентируют
акцентируют внимание, четко рассказывают нам диалоги, которые нам нужно повторить или нам нужно ответить и так далее. Но люди в жизни так не разговаривают. Никто не акцентирует на каждом слове, там, не выговаривает все мы жуем, заглатываем какие-то окончания, еще что-то, перескакиваем, упускаем слова и так далее. Для того, чтобы полноценно погрузиться в язык, вам нужно просто хотя бы слушать носителей. Да, в идеале нужно с ними разговаривать, но я прекрасно понимаю, что не все имеют к этому доступ. Не всегда это есть в этом возможность. Но просто хотя бы слушать, просто дать своему мозгу вот этот фоновый шум для того, чтобы он понял, что это за язык, как он строится, как он звучит и так далее. Потому что очень большая проблема, особенно если фонетически очень далекий от вашего родного языка, язык, который вы изучаете, то есть он совершенно другой по звучанию, вот совершенно другой. Очень сложно его изучать, потому что в нашем мозге нету тех звуковых паттернов, которые отвечают за эти звуки. Почему иногда мы не можем произнести как бы звук, который звучит по-другому, там, в другом языке? Потому что просто наш мозг не может распознать разницу, у него нету этого, то есть он никогда не слышал этого звукового сочетания, он не может его повторить. А когда вы слушаете вот эту речь настоящую, живую, со всеми оговорками, поговорками, всеми вот этими штуками, мозг постепенно записывает в себя, внутрь себя, как вот это все звучит, то есть он как бы, знаете, такую пластинку этого языка себе записывает, и вы начинаете гораздо лучше понимать, легче понимать, потому что у вас вот эти звуковые паттерны уже есть, вы начинаете различать, вы сможете потом различать какие-то диалекты, разговоры и так далее. Соответственно, что нам и нужно, чтобы проникнуть по-настоящему в язык? Следующая ошибка звучит как: вы не имеете четкого плана. Это, в принципе, относится к любому виду обучения, особенно когда вы самостоятельно во что-то ныряете, когда вот вы просто решаете, что я хочу это выучить, набираете какие-то рандомные учебники, что-то там, какие-то приложения и начинаете по этому просто идти. Вот просто как вот вы видите, так и идете, собственно говоря. Не составляя никакой учебный план, не анализируя источники, не анализируя то, сколько вы времени можете потратить, как вы его можете потратить, как вы будете это применять, как вы будете как бы воплощать все те упражнения, когда вы будете слушать, когда вы будете смотреть. Это все очень важный момент. Когда вы идете куда без плана, вы никогда не придете к конечной точке, потому что нужен всегда план. Нужно продумывать все свои шаги. Плюс составлять себе расписание, как я уже говорила, что отдельные какие-то всплески вашей энергии и занятий, они бессмысленные, бесполезные и никуда вас не приведут, они просто займут какое-то ваше время и все. А если вы составите себе план, составите себе расписание, четко распишите, что в этот день я делаю вот это, в следующий день что-то другое и так далее, то вы будете четко шагать в нужном направлении. Да, план можно менять, потому что какие-то учебники разочаровывают, какие-то приложения разочаровывают, или вы их заканчиваете, или вы раньше их заканчиваете и так далее. План всегда можно корректировать, но он должен, это ваш каркас, это ваша карта, которая приведет вас к конечному пункту. И опять-таки из предыдущей ошибки тоже хочу отдельно выделить, когда вот появляется энтузиазм, я хочу учить язык, мы начинаем скупать учебники, приложения, курсы, мы ведемся на кучу рекламы, потому что нам кажется, что это именно то, что нам нужно. То есть, когда вы бездумно что-то покупаете, особенно если это какие-то дорогие языковые курсы, да, они раскручены, да, они разрекламированы, но вы вообще не потратили ни минуты на то, чтобы как бы почитать отзывы, оценить, что они вообще вам предлагают, какой у них курс, какой у них набор, там и вот это все. Если вы не потратили ни минуты на это, то вы сделали бесполезную покупку, потому что даже самые крутые разрекламированные курсы, они идут с каким-то направлением. То есть у всех у нас разные задачи, разные хотелки, разные возможности и так далее. То же самое с учебниками. Есть очень популярные раскрученные учебники, все прекрасно. Но опять-таки на рынке очень много бессмысленных, пустых учебников, которые яркие, красочные, красивые, вроде как там кучу, там, не знаю, звезд в рейтингах, но профессиональные, например, преподаватели говорят, что, ну, как бы это пустышка, красивая, но пустышка. Там есть определенные зарекомендовавшие себя. Это нужно покопаться, это нужно посмотреть, это нужно почитать, это нужно включить такое, знаете, критическое мышление и как-то все-таки это все раскрутить. Соответственно, если вы хотите по-настоящему что-либо освоить, то вам придется еще потратить время для того, чтобы заточить свои инструменты, чтобы
чтобы их выбрать, чтобы их заточить, чтобы они подходили конкретно вам. Опять-таки, всегда можно что-то отметать. У вас всегда будут ошибки, всегда будут какие-то купленные бессмысленные вещи. Но если вы будете с умом туда подходить, к этому приобретению, то этих бессмысленных покупок будет в разы меньше, а те, которые вы сделаете, принесут вам максимум пользы. И последнее, о чем я хочу поговорить, это такая подытоживающая ошибка, которая, в принципе, обнуляет все предыдущие, если она у вас есть. Это когда вы изучаете язык без причины. То есть вам кажется, что вам просто надо, вам просто хочется. Я тоже очень часто в своих видео говорю насчет того, что если вы приступаете к изучению чего-либо, языка, навыка, науки, чего угодно, просто потому что это модно, потому что вы увидели рекламу, потому что там человек, который вам нравится, тоже этим занимается, просто потому что это путь в никуда. Вы никогда никуда не придете, вы просто потратите свое время. Да, есть маленький процент того, что вы заинтересуетесь всем этим. Вы попробовали, и вам понравилось, вы продолжили. Но в большинстве случаев это потраченные деньги, нервы, время, которые никуда не ведут. И потом вы опять расстраиваетесь, разочаровываетесь и думаете, почему вот в этом году я опять не выучил английский? Да потому что вы себе не поставили задачу, вы не придумали себе, зачем это нужно. Вы не нашли там, например, фильм или книгу, которую хотите посмотреть в оригинале. Или не назначили себе экзамен, который вы хотите пройти, то есть дойти до того уровня, чтобы пройти этот экзамен. Причина может быть абсолютно разная. Не знаю, познакомиться с человеком за границей, уехать куда-то, что-то сделать, неважно. Причина должна быть обязательно. Вы должны найти ее, должны прощупать ее, потому что это будет именно то, что будет вас направлять, то, что будет вам помогать, когда вам будет тяжело. Потому что, повторюсь, изучать что-то новое, особенно языки, это очень сложно. Это что-то потустороннее для нашего мозга, это что-то непривычное. Это сумасшедший дискомфорт, особенно в начале, потому что вы ничего не понимаете, это что-то совершенно новое, оно по-другому работает, вы ломаете постоянно себя, что нет, нужно делать, идти дальше. Именно вот эта причина поможет вам пройти весь этот путь. Она будет, знаете, такой звездой светить у вас над головой, и вы будете, когда вы будете отчаиваться, вы себе напоминаете, зачем я все это вообще затеял, зачем мне все это нужно, выдохните и идите дальше. Соответственно, нет причины, нет прогресса. Есть причина, значит, вы дойдете до своего финала, опять-таки повторюсь, и все у вас будет хорошо. Все, мои хорошие, надеюсь, вам это поможет. Подписывайтесь, ставьте лайк до следующих видео. Пока-пока.